Зашумел вентилятор в компьютере. Предположим, у вас шумит вентилятор, либо же стал медленнее крутиться. Вы видите, что он крутится с напрягом. Вот так шумит вентилятор изнутри. Отклеилась на нем наклейка. Будем делать. Пока что осуществляем временной ремонт. Итак, демонтируем наш вентилятор. Крепится он на 4 шурупа. Также отключаем его от блока питания. В данном случае он имеет такое соединение в виде клемм. Прежде чем совершать какие-то манипуляции внутри системного блока, обязательно дотроньтесь до корпуса блока рукой, чтобы снять статическое напряжение с ваших рук. Итак, вентилятор демонтировали. Снимаем наклейку. Сразу же видим, что снимается крышечка смазочного отверстия. Внутри мы наблюдаем шкив вентилятора и стопорное колечко. Итак, снимаем стопорное колечко с помощью отверточки аккуратненько. Колечко имеет прорезь, поэтому снимается несложно. Можно, конечно же, этого и не делать, просто смазав вентилятор, но мы хотим его еще и почистить. Также на шкифе вентилятора мы наблюдаем маленькую резиночку. Достаем вентилятор. Вот такой вот грязный вентилятор. Резиночка осталась внутри. Достаем ее. И очищаем всю внутреннюю поверхность корпуса вентилятора. Чистим весь вентилятор. В данном виде его можно и помыть, лопасти имеется в виду, помыть лопасти вентилятора. Значит, резиночка с той стороны тоже имеется. Аккуратненько моем лопасти вентилятора, вычищаем корпус вентилятора и продолжаем. Итак, значит, нашли вот такую салфеточку беленькую, сухую. Значит, обнаружили, что вентилятор очень грязный, сухая смазка засохшая. Также попала туда пыль, грязь. Чистим. Итак,
Вентилятор и его лопасти вымыли. Вернули ему былой эстетический вид. Вычистили корпус, посадочное место. Кстати говоря, будьте аккуратны, не заденьте обмотки. Чистить нужно изнутри. Также вычистили вентилятор изнутри. Далее нам понадобится любая смазка, к примеру, литол. Аккуратненько обмазываем шкив вентилятора. Очень аккуратно и не в больших количествах. Кстати говоря, магнитик, статор, ротор мазать не нужно, будьте аккуратны. Наша задача намазать только шкив. Это можно было сделать и автомобильным полусинтетическим маслом, но это не очень-то надолго, поэтому используем смазку. Данная смазка устойчива до 150 градусов. В вентиляторе вряд ли будет такая температура. Есть специальные смазочные средства для вентиляторов. Но так как у нас ремонт бюджетный, используем смазку, которая имеется. Итак, смазали. Далее на этапе сборки не забываем одеть нашу резиночку. Продеваем вентилятор на его посадочное место. Будьте аккуратны, смазка не должна на статор и ротор попасть. Немножечко добавляем смазки с данной стороны. Одну секундочку. Итак, вот наша смазка. Аккуратненько помещаем ее с этой стороны. Одеваем резиночку, которая находилась с оборотной стороны. Все делаем аккуратно, не спешим. В этом вам может помочь пинцет. Дальше одеваем стопорное колечко. Итак, стопорное колечко на месте. Еще немножко добавлено смазки. Обезжириваем поверхность. И закрываем крышечкой. Крышечка у нас такая слегка прорезиненная. Немножечко можно поводить вентилятором туда-сюда для распределения смазки. Данную наклеечку мы использовать уже не будем, так как свои клейкие свойства она потеряла. Изготовим новую. Для изготовления нашей наклеечки на кулер-вентилятор нам понадобится сама наклеечка и двухсторонний скотч.
Разворачиваем скотч, приклеиваем нашу наклеечку. Хорошенечко. И вырезаем, не отклеивая слой с этой стороны, по контуру наклеечки. Так, наклеечка вырезана. Плоскость обезжирена. Отклеиваем наклеечный слой скотча и приклеиваем нашу наклеечку на плоскость вентилятора. Вот и все. Смазка, чистка и восстановление эстетического вида вентилятора окончено. Ставим его на место и пробуем, что у нас вышло. Так. Вентилятор установлен. Не забудьте перед установкой также снять статическое напряжение с вашего тела, докоснувшись руками до блока. Пробуем, что у нас вышло. Так, мы его выключали, блок питания. Кстати говоря, не забывайте перед всеми манипуляциями отключать блок питания от сети. Запускаем. И наблюдаем тихую работу нашего вентилятора. Вот таким способом происходит восстановление, смазка, чистка вентиляторов в системном блоке. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Помогите развитию канала.